Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». А для того, чтобы похудеть, нужно, конечно же, хорошо питаться. Потому что, да, для того, чтобы снижать свой вес, нужно разнообразно питаться, чтобы нас не тянуло на какие-то ненужные и вредные излишества. Сегодня мы с вами приготовим еще одно меню на целый день. Будем с вами готовить завтрак невероятно вкусный, обед, ужин и еще приготовим с вами вкусное, простое и доступное овощное блюдо. Начинаем! Для завтрака нам понадобится 250 грамм муки. Я ее уже просеяла. Еще нужно 100 грамм какао, порошка без сахара, просто самый обычный какао. Добавляю 4 столовые ложки кокосовой стружки, которую я так обожаю, 100 граммов сахара. Из них 20 граммов ванильного сахара для того, чтобы был вкусный аромат. И пакетик разрыхлителя. И здесь еще щепотка соли. С помощью венчика перемешиваю все сухие ингредиенты. Все готовится очень быстро. Это как раз те рецепты, которые так сильно меня выручают, когда семья на завтрак требует что-то вкусненькое. Добавляю 100 мл растительного масла. Сначала половинку чашки, 50 мл. Перемешиваю. Затем добавляю вторую половину растительного масла. И также перемешиваю. Теперь добавляю 400 мл теплой воды. Воду я выливаю всю сразу. И с помощью венчика перемешиваю. Вот такая красота у нас уже с вами получается. Запах просто невероятный. Хочется начать есть уже сейчас, но мы с вами включим духовку и приготовим наш вкусный пирог. Пока духовка у меня разогревается, я отправляю наше тесто вот в такую квадратную форму. Я очень люблю силиконовые формы, для меня они очень удобны в использовании. Отправляю наш пирожок-дружок в разогретую до 180 градусов духовку. Ему потребуется около 40 минут. 40 минут прошло. Посмотрите, какой красивый пирог у нас получился. Так и хочется его погладить, сказать: мой хорошенький. Итак, я беру нож. У меня пирожок остыл 10 минут. Я его вытащила из формы для того, чтобы он хорошенечко нарезался. Нарезаю его ножом для хлеба. Нарезаю его на 6 кусочков. Мой кусочек вот 1/6. Посмотрите, какой он получается красивый, нежный, пышный. А насколько это вкусно с кофе! Нужно обязательно приготовить этот пирог. Ну и, конечно, напишите ваш комментарий. И, как всегда, давайте узнаем, сколько весит моя порция на завтрак. 151 грамм вкуснейшего шоколадного пирога ждет меня на завтрак. Завтрак получился просто мечта. Конечно же, обед будет не менее вкусным. Мы с вами приготовим просто деликатесный суп-пюре или даже крем-суп из грибов. Ну и, конечно, всеми нами любимого картофеля. Приготовление я начинаю с картофеля. У меня его полкило. Нарезаю его на вот такие некрупные кубики, для того, чтобы он быстрее варился. Кубики картофеля я загружаю в кастрюльку. Кроме картошки у меня есть еще и моркошка. Моркови у меня 350 грамм, 3 вот таких небольших. Нарезаю ее также четвертинками и затем небольшим кубиком, чтобы она быстро варилась. Кубики морковки отправляем в кастрюлю к картошечке. И теперь я добавляю воды немного, прямо чтобы вот только-только покрывала картофель и морковку. Много воды нам не нужно. У меня ушло 800 мл воды. Теперь накрываю крышкой и оставляю вариться на среднем огне. Еще нам понадобится 3 луковицы. Половинку лука я разрезаю на 3 части и нарезаю мелким кубиком. На сковороде разогрелось 40 граммов сливочного масла. Отправляем туда наш лучок. У меня 400 граммов шампиньонов. Их я нарезаю тонкими пластинками. Вы можете использовать любые грибы, которые есть у вас. Замороженные, сушеные и совсем не обязательно шампиньоны. Может быть, у вас есть белые грибочки. Выглядит замечательно. Соединяем грибы с луком. Готовлю я на среднем огне. Конечно же, необходимо перемешать, чтобы грибы у нас также пассеровались. И оставляем готовиться их на среднем огне. Грибы с луком уже готовы. Обратите внимание, воду, всю жидкость, сок, который дали и лук, и грибы я выпарила. Я не солила и не перчила. За это время картофель с морковкой у нас приготовились. Соединяем грибы с луком и картофель с морковкой. Вот так.
очень вкусно пахнет, обед будет просто шикарный. Теперь с помощью этой же лопаточки, которой я и помешивала грибы, все смешиваю для того, чтобы вкусы и ароматы смешались. Вот теперь самое время поперчить. Делаем это по вкусу. И по вкусу также я присаливаю. Накрываю крышкой еще раз и оставляю на среднем огне на 5 минут для того, чтобы все вкусы и ароматы нашего крем-супа смешались. Самое время превратить наш суп в пюре. Включаем блендер. Суп почти готов. Остается сделать его сливочным. За это отвечает молоко. Молока я добавила 200 мл и еще раз взбиваю наш крем-суп. Наш супчик готов, скорее отправляем его в тарелку. Вы просто не представляете, наш дом наполняет аромат лука, грибов, сливочного этого вкуса, который я чувствую. Так что у нас будет просто невероятный обед. Обязательно приготовьте такой супчик, ведь он готовится из самых простых ингредиентов, очень просто и невероятно вкусный. Вес моей порции супа: крем-суп из шампиньонов 447 граммов. Теперь самое время приготовить ужин. Тем более у меня в руках самая настоящая говядина, потому что она в нашем меню на неделю. И сегодня мы с вами приготовим вкусное, простое, сытное, супер осенне-зимнее блюдо — говядину с тыквой, которую я так люблю, и еще с пшеном. Если не готовили так раньше, а скорее всего вы так не делали, обязательно попробуйте. Начинаем! На сковороде я разогрела буквально столовую ложку растительного масла и отправляю туда говядину. Говядины у меня полкило, это задняя часть. Наша задача сейчас обжарить мясо на большом огне. Готовлю ее при помешивании для того, чтобы лишняя жидкость, которая нам сейчас не нужна, испарилась, и мясо у нас немножечко схватилось корочкой. Мясо у меня обжарилось. Добавляю 200 мл воды. Накрываю крышкой и оставляю томиться на среднем огне. Мы с вами, как всегда, не теряем и не тратим лишнего времени на приготовление. Пока говядина томится, мы с вами приготовим вкуснейшую овощную икру. Начинаем. Понадобится одна луковица. Ее я нарезаю сначала на полукольца, а затем мелким кубиком. Казана у меня пока нет, поэтому отправляю лук в разогретое в кастрюлю с толстым дном масло. 500 граммов сочной морковки натираю на крупной терке. Натертую морковку отправляю в кастрюлю к луку. Затем перемешиваю овощи. У меня 3 отличные красивые свеклы, натираю их также на крупной терке. Вот такое огромное количество красной, сочной, вкусной и, конечно же, полезной свеклы отправляем в нашу кастрюлю. Овощи перемешиваю еще раз для того, чтобы наша икра готовилась равномерно. Наша овощная икра осенняя, поэтому я обязательно и с огромным удовольствием добавляю тыкву. Тыкву для акцента я натираю на мелкой терке. Овощи выглядят просто замечательно, аромат невероятный. Теперь я перчу, поперчить самое время, чтобы от перчика остался аромат. Добавляю тыкву, которую я натерла на мелкой терке. И еще разочек все перемешиваю. Оставляю овощи пассероваться на среднем огне. Периодически я их буду помешивать, чтобы они не пригорели. Все уже отлично выглядит. Заправляю специями и приправами. У меня 4 зубчика чеснока, 2 чайные ложки соли, чайная ложка сахара для балансировки вкуса, 2 столовые ложки лимонного сока, вы можете использовать яблочный уксус, и 250 мл протертых томатов. Вы можете взять 1 или 2 столовые ложки томатной пасты. Все пахнет просто невероятно. Остается просто перемешать, накрыть крышкой и оставить томиться на 5 минут на самом маленьком огне. Все совпало. Наша вкуснейшая овощная икра из простых ингредиентов уже готова. И за то время, что мы посвятили приготовлению икры, говядина готова к тому, чтобы мы продолжили с ней работать. Что, собственно говоря, мы сейчас и сделаем. Нам понадобится еще одна луковица. Луковицу я нарезаю мелко. Сначала на полоски, а затем мелким-примелким кубиком. Прошло около часа. За это время вся лишняя жидкость испарилась.
Самое время поперчить. Следом добавляем лук. И, конечно же, перемешиваем говядину с луком. Тыквы нам понадобится полкило. Нарезаю ее сначала на ломтики, затем на такую вот крупненькую соломку, а затем нарезаю кубиком около 2 сантиметров. Отправляю кубики тыквы в сковородку. Получается вот так тыквенно красиво. Перемешиваю все. Делаю огонь чуть выше среднего, для того, чтобы тыковка и лучок немножечко зазолотились. Тыква отлично подрумянилась, выглядит так, как будто бы пора добавлять остальные ингредиенты. Так это и есть. Самое время посолить. Солю я по вкусу. Еще я добавляю, я ее нашла, свою любимую паприку. Правда, она не копченая, а просто паприка. Тоже отлично. Добавляю 1,2 литра воды. И сейчас я увеличиваю огонь до максимального, для того, чтобы как можно быстрее наша жидкость закипела. Ну, еще для этого, конечно же, я накрою крышкой. Наш аппетитный бульончик отлично кипит. Самое время убавить огонь. Я убавляю до минимального и засыпаю пшено, стараясь равномерно распределить его по всей поверхности сковороды. Мы с вами уже солили, перчили. То есть нам остается только накрыть крышкой и оставить на медленном огне готовиться. Если потребуется, я добавлю воды. Это просто ужин мечты. Яркий, красивый, сытный, нежнейший. Это, не знаю, в общем, это просто не передать словами. Хотя я это хорошо делаю. Просто приготовьте, потому что пшено с тыквой отлично сочетается, а с говядиной это, ну, просто хит. Обязательно приготовьте это нежнейшее блюдо и порадуйте себя и свою семью. Вес моей порции составляет 346 граммов. К шикарному ужину, конечно же, полагается шикарное овощное блюдо. Тем более мы его с вами приготовили. Посмотрите, какое оно яркое. Аромат невероятный. Это запах осени, приятный. Это спелые плоды, овощи, чесночок, томат. В общем, все, что нужно для того, чтобы... Вот рассказываю, слюнки текут. Обязательно готовьте овощную икру. Ведь это так просто, вкусно и полезно. Вес моей порции овощной икры 330 граммов. Я очень рада, что сегодня с вами поделилась одними из моих самых любимых рецептов, потому что шоколадный пирог – это то, что ждет меня завтра, конечно же, вечером я есть его не буду. На завтрак с кофе – это бомба. Обожаю супы-пюре, вы знаете, потому что они вкусные, простые в приготовлении, отлично насыщают. Ну а тыква – это моя новая любовь, потому что раньше я ее совсем не ела, и, кстати, зря. Поэтому надеюсь, что этот рецепт вас вдохновит на приготовление еще одного вкусного блюда с тыквой. Но овощная икра для меня это классика, и, конечно же, это то, что выручает в осенне-зимний период, когда, к сожалению, нет доступа к свежим овощам. Так что обязательно готовьте, снижайте свой вес вместе с нами, с нашим огромным позитивным сообществом. Если вам нравятся такие видео, оцените, пожалуйста, нашу работу, поставьте лайк, это очень важно для нас. Обязательно напишите комментарий, расскажите о ваших успехах, о том, что больше всего в меню понравилось вам, или вы приготовите все меню, прям как я показала, мне очень интересно. И, конечно, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали, мы вас ждем в нашем, еще раз скажу, супер позитивном сообществе, и оно позитивное именно благодаря вам. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви, добра и, конечно, берегите себя.